Все произошло мгновенно, никто в маленьком городке не успел даже моргнуть. Молодой человек по имени Джейсон, изысканно одетый в дорогой костюм, привез свою мать, старую и хрупкую женщину с седыми волосами, укутанную лишь в легкий платок, к краю обрыва на утесе Блэквуд. Скалы падали прямо в бушующую реку внизу. Он наклонился к ней с холодной улыбкой и тихо произнес что-то, понятное только ей. Затем резко толкнул. Инвалидная коляска покатилась, а ее крик разорвал воздух, обрываясь на звуках ветра и шума воды. Казалось, все кончено, свидетелей не было, доказательств не найти, справедливость ускользнула. Но Джейсон забыл о Джексе, немецкой овчарке, которая всегда была рядом с матерью. Джекс не был просто собакой. Он был ее тенью, защитником, единственным существом, которое понимало ее сердце. Как только солнце выглянуло из-за облаков, Джекс напрягся, его мускулы дрожали от готовности, и он ринулся вниз по скалистому склону, словно стихия сама спустилась с гор. Джейсон повернулся, усмехаясь, словно все происходящее — пустяк, держа телефон в руке. Но было уже слишком поздно. Более 40 килограммов ярости обрушились на него, сбив с ног. Джекс прижал его к земле, обнажив зубы всего в нескольких сантиметрах от шеи. Мужчина замер, пытаясь вырваться, но громовой рык овчарки заставил его дрожать от страха. Затем Джекс метнулся к краю обрыва. Он залаял, громко, отчаянно, эхом разносив звук по долине. И чудо произошло, коляска не упала в реку. Она зацепилась за сухое дерево, торчащее из утеса. Женщина висела, трясясь от ужаса, цепляясь руками за ветви над бурной водой. Джекс встал на краю обрыва, пристально глядя на нее, снова лая, непрерывно, требовательно. Лай разнесся по долине и донесся до 2 туристов на противоположной тропе. Они замерли, увидев происходящее, и тут же вызвали помощь. Через несколько минут спасательные веревки спустились вниз, и женщина была поднята на безопасное место, рыдая и шепча имя Джейсона снова и снова. Он не смог уйти безнаказанно. Туристы видели все своими глазами, слышали каждый звук. Полиции не понадобилось больше доказательств. Джекс оставался рядом с ней, пока она давала показания, и когда она прижалась лицом к его шерсти, рыдая от облегчения, овчарка глубоко вздохнула, словно освобождаясь от всей тревоги, которую держала внутри. Иногда герои не носят значки. Иногда они ходят на 4 лапах. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.